Все, вот она граница, короче, благополучно добрались до границы, но не пришли еще, так что радоваться пока еще рановато, но я уже радуюсь. Через мост, короче говоря, проехать без билета не получится, поэтому надо купить билет и ехать на автобусе. Билет стоит всего лишь 20, так что, в принципе, это подъемная вполне цена. Вот так вот выглядит автобус. Если честно, он выглядит довольно прикольно, потому что сиденья такие черно-розовые. Такие вот окошки и вентилятор. Вот это самая крутая штука. Я не знаю, что случилось со стрекозой, она так странно летает. Не знаю, может она сейчас полетит. Надо попробовать ее убрать. А, это паутина прилипла. Все. Надеюсь, теперь она будет летать нормально. Она летела просто настолько медленно. Бедненько она устала. Кстати, при обмене валюты здесь спред 0,2%. Я такого вообще в жизни не видел. Это настолько мало. Вот я сейчас меняю доллары, 25 долларов. И получаю 222 тысячи с лишним. Короче, меня хотели немножко развести. Это реально прикольная тема. Потому что 25 долларов это 222 тысячи 250. А мне дали 222 тысячи. Я говорю, давайте 250 мне тоже. Они такие, типа, не, у нас нету маленьких купюр. Я говорю, давайте я вам доплачу 2 бата и получу. И в итоге, короче, мне просто дали 500 в подарок. Профит. Я, честно говоря, немножко в шоке из-за того, что только что произошло. Выходя из-за границы. Я не знал, куда идти, потому что уже вечер, уже темно. И мы решили, давай завтра стопим и доедем, докуда доедем. И в итоге меньше, чем, вот реально, не то что 5 секунд, вот честно, вот прям клянусь. Наверное, прошло секунды 2, как мы вытянули руку. Ну, ты можешь сказать, моментально. Вытянули руку для того, чтобы остановиться. Остановилась машина, спрашивает, вам куда? Давайте я вас довезу. Мы пока ехали, мы говорим, мы не знаем, где остановиться. Он такой, ребят, давайте я вам сниму отель. И он снял отель. Блин, я который раз уже зарекался не жаловаться на свое состояние, потому что на данный момент уже состояние нормально. Уже заработали деньги. Мучились целый месяц для того, чтобы заработать денежки на путешествие. И тут, получается, представитель Тайваня, тайваньской армии. Человек, как бы, от чистой души просто решил нам помочь. Он говорит, ребята, давайте... Я сниму мотель. Блин, это просто вот не описать. Я просто, мои эмоции на данный момент, это жесть. Короче, я только сказал, что идеальная погода. Въехали в Лаос, и тут просто ливень идет. Прошло, наверное, секунд 30 с того момента, как начался дождь. Но уже все дороги мокрые. Уже лампы, короче, не горят. Офигеть. И такой мощный запах пыли. Прям чувствуется пыль. Надеюсь, будет свежо хотя бы. Я не знаю, видно или нет, но там, короче, все повалилось. Цветы в горшках повалились. А мы еще думали поставить палатку, если не сможем добраться до города. Эх, повторилась бы ситуация с Гонконгом. Отправляемся в центр делать визу на автобусе, и автобус стоит 8 тысяч. Это, честно говоря, я в шоке, насколько это дорого. А кто-то говорит, что в Европе дорогие билеты на автобус. Нет, тут дорого. Ну вот мы находимся на окраине Витьяна, столица Лаоса. Я шучу, мы находимся в самом-самом центре. И, если честно, если так выглядит центр, я боюсь представить, как выглядит остальной Лаос.
буквально спустя, наверное, метров 300 теперь я верю, что это центр, потому что здесь уже красивый асфальт, бетон, точнее другой. Спереди виднеется арка, здесь библиотека, вот этот банк, который я только что показывал. Здесь уже красиво. Вот мы находимся в самом центре, в самом сердце Вьетьяна, в центре Лаоса, откуда и будет пролегать наш путь дальше во Вьетнам. Во Вьетьяне очень удобно, что в самом центре можно помыть руки практически везде. Вот, к примеру, здесь даже. Вот и все. Буквально 10 секунд и руки чистые. Красивый центр, самый-самый центр. А здесь уже некрасивый и не центр. Спустя еще 100 метров уже первое заброшенное здание в самом-самом-самом центре Вьетьяна. Ну, оно не совсем заброшенное, но выглядит ужасно. Хотя на самом деле здание шикарное. Идешь такой, короче, по тротуару. Здесь стоят просто два мотороллера. Здесь стоят мотороллеры, машины припаркованы. Как пройти? Не, да, конечно, здесь есть небольшая такая лазеечка. Но люди часто паркуют даже машины на дороге. Ой, на дороге, на тротуаре паркуют. Вообще паркуются здесь вообще как хотят. Вот она, бетонная дорога. И вот она, дорога Лаоса. Я еще раз напоминаю, это центр города. Это не пригород. И это столица центра. Вот так вот он примерно выглядит. Я, конечно, может быть, слишком придираюсь, но, блин, я ожидал немножко большего, если честно. По крайней мере, про центр города я говорю. Вода просто ужасная. И вот эту дорогу нам надо перейти сейчас. Постоянный поток машин, мопедов, мотороллеров и другой техники. О, кстати, можно перейти. Ощущение, на первый взгляд, что Лаос довольно одновременно и бедная страна, и богатая, потому что, допустим, машины, которые ездят на улице, либо совсем новые Тойоты, Mitsubishi и так далее, то есть, ну, действительно хорошие автомобили. Либо это дешевые мотоциклы, мотороллеры, на которых катается вся семья одновременно, то есть 2-3 человека. Либо это совсем скромные машины, либо люди просто ходят, собирают бутылки, собирают пластиковые бутылки, металлические банки и сортируют мусор. То есть одно из, в принципе, из трех. Либо это совсем бедный, либо как бы средний класс, так скажем, либо это богатые люди. И, как мне кажется, богатые не всегда любят помогать. Точнее, они редко любят это делать. Будем уж честны.
очередные 2 машины в Лаосе и очередных 2 километра мы проехали. Уже добрались до вот этого места. Попробуйте угадать, что это за забор. Вот это вот, что это за забор? Куда он ведет? Этот забор ведет в аэропорт. То есть аэропорт охраняется вот таким вот забором. Скорее всего, там есть еще один забор, я так предполагаю, но это уже по факту территория аэропорта. Только что подошел к нам мужичок и спросил, куда вы едете. Мы сказали, мы едем на север. Я не помню название города, но город находится где-то в 100 километрах от Витьяна. И он говорит, давайте, ребят, я тоже туда еду, поехали вместе. Я прям не мог поверить своим глазам, потому что мы простояли больше, чем полчаса. Или сколько? Потому что мы простояли больше, чем полчаса. И вообще ни одна машина никак не отреагировала, потому что вот в таком потоке, ладно, сейчас поток хотя бы из автомобилей, но поток был в основном из мотороллеров и машин, поэтому ни одна машина вообще на нас не обращала внимания. И тут, к счастью, подходит человек и говорит, что не туда же, куда едем мы. Такое довольно сложно поверить. Здесь иначе не повернуть. Поворачивают только те, кто самые наглые. Я хочу попробовать заснять какой-то классный момент, когда наш водитель просто уже не первый раз поворачивает так по-наглому перед всеми. Хочу показать это вам. Может быть и выглядит, что я стою на ногах, но на самом деле я по-прежнему в кузове пикапа. Еще, когда сидишь в пикапе, то чувствуешь себя как малыш в коляске. Вроде двигаешься куда-то, но не понимаешь, как это происходит, куда мы повернем дальше. Зато есть отличная возможность рассмотреть в любом направлении. Вот так вот по-наглому наш водитель выезжает, потому что иначе, если по-наглому не выехать, можно сказать, если по-наглому не выехать, то можно до утра простоять. А это уже своего рода пригород, либо жилые районы Виньсяна. Сложно сказать по карте, но очень сильно напоминает Таиланд, когда одна длинная дорога, и вокруг нее бесконечное количество домов и прилегающих к ним магазинов. И что интересно, такая дорога, она может длиться буквально там 20, 30, 40, 50, 60 даже километров. Например, как было в Чангмай. Различные магазины, мастерские, чего тут только нет. Вот, допустим, мимо только что проехали базара. А тут и того круче стоит советский УАЗик. А вам это не напоминает какую-то смесь Африки и Азии? Я, конечно, не был в Африке, но то, что я смотрел, мне почему-то очень напоминает Африку. Может быть, это, конечно, из-за того, что здесь нет солнца, потому что сегодня очень пасмурный день. Но думаю, этот город куда красивей в солнечный день. Я не совсем понимаю, что это за пыльная дорога, потому что по карте мы сейчас едем по шоссе. Ой, оказывается, до этого дорога была очень даже ничего. Можно ее вернуть, пожалуйста? А, кстати, для строительства трассы расчищаются придомовые территории. Не представляю, каково людям будет жить после окончания строительства трассы. Хотя сейчас, наверное, не лучше. Пошел дождь, и мы решили надеть дождевик. Я сижу в кузове, а его раздувает во все стороны. Дождь уже закончился, но снять дождевик на ходу не получается из-за очень сильного ветра. А еще это похоже на подушку безопасности. Если я даже пытаюсь что-то сказать, то кроме очень сильного ветра вы ничего не услышите. Короче, нас привезли просто в лес. Я реально отвечаю. Привезли просто в лес. Это в 15 километрах от малюсенького города. И нам говорят, что подождите, мы сейчас, короче говоря, тут какие-то дела у них. Не можем отвезти вас пока что туда. Я не знаю, чем это закончится, но это немножко странно выглядит. Сейчас покажу. То есть все пока что спокойно, то есть я не чувствую какой-то угрозы. Но это немножко странно. Здесь человек 15, наверное, в возрасте, наверное, от 20 лет и старше. Чем они тут занимаются, как я понял, какие-то у них дела. Непонятно что. Сейчас посмотрим. Вот это наша машина, в которой мы приехали. И вот там куча народа стоит. Там куча народа, здесь народ ходит. Чем они занимаются, вообще без понятия. И дело в том, что здесь остановиться даже негде.
Здесь сзади еще подвалил народ. Сейчас скажу. 2, 4, 5, 6, 7 человек где-то. Здесь еще тоже. Я не знаю, короче, что здесь происходит. Вообще непонятно. И, кстати, дорога до сюда заняла, наверное, часа 4 или даже часов 5. Я сейчас затрудняюсь ответить. Сейчас на времени... Сейчас на часах 8:30. Сейчас посмотрим, что у нас чувачок ответит, и мы поедем, наверное, дальше. Короче, он ничего не ответил, просто сели в машину, и сейчас, по-моему, поедем дальше. Я не знаю. Не знаю, куда мы едем. Как думаешь, мы могли бы тут остаться? Я надеюсь, что благополучно мы сейчас поедем в то место, куда мы изначально планировали. Потому что там хотя бы есть очень дешевый хостел. Но мы можем остаться, конечно, и в палатке. Но в такой темноте, ну, я думаю, вот то же самое, что на камере, то же самое мы видим сейчас собственными глазами. Ничего не видно. Поэтому сейчас найти местечко для палатки будет тоже очень затруднительно. Все, мы поехали, по крайней мере, отсюда. Это уже радует. Короче, добрался все-таки, как и планировал. Жив-здоров, все хорошо. Сейчас узнаю, что же все-таки было там, почему там было столько народа. Короче, все-таки это была свадьба, но нас они не пригласили, потому что здесь так не принято. Ну ладно, мы отправимся на свою тусовку. И, кстати, здесь очень туристическое место с кучей ресторанов, кафешек. И вот таких вот кафешек, ресторанов здесь уже, не знаю, море. Я не знаю, я насчитал уже, наверное, в районе 10, мне кажется. Так что место здесь туристическое, несмотря на то, что очень-очень далеко от Витьяна. Ну как далеко? Долго просто ехать. Потому что сейчас уже на часах 9 часов вечера. Я скажу чуть позже, во сколько мы выехали, потому что я не помню.